Привет, внучок. Продолжаю для тебя рассказ про метафорическое безумие в стране души. Из этого рассказа, внучок, ты можешь сделать вывод, что я совсем не интересуюсь происходящими вокруг меня событиями. Совершенно верно. Меня абсолютно не волнует все, что не касается меня лично. А уж тем более не волнует, что пишут СМИ и о чем сплетничают люди. Я занята исключительно перформансом своей собственной жизни. И если бы была причастна к политике и экономике, то, возможно, смогла бы рассказать тебе абстрактные объяснялки, за что и почему страну оставили без света. После первых своих роликов на эту тему я такого в сети нарыла, уши вяли, не выдерживая груза лапши. Но я домохозяйка, бабушка и к общественной жизни никоим образом не причастна. Какое мне дело до чертей из сетевого пространства? Зачем забивать себе голову фантомными новостями? Общаясь с подписчиками на эту тему, я получила нехилый такой инсайт. Благодарю каждого за это открытие. Я потом тебе расскажу. А по поводу света и того, что света в Абхазии нету. Ну, знаешь, есть такой исторический анекдот про Архимеда. «Не трогай моей диаграммы» или «Не трогай мои круги». Это фраза, которую якобы произнес ученый, когда римские солдаты ворвались на Сицилию и проникли в Сиракузы, город, где ученый был занят своей наукой. Архимед якобы дал этот ответ римскому солдату, который потребовал, чтобы тот прервал свою научную работу. За неповиновение Архимед был убит. Вот так же и я. Пока мое сердце бьется, а рука способна держать палочку, чтобы писать формулы на песке, я буду занята только своим исчислением мемов человеческой культуры. Я буду занята поиском изящной формулы бытия. Метафора страты души – это ж рекламный слоган Абхазии, где я сейчас живу. Совпадение? Не думаю. Тренируясь писать для тебя ролики, я заявила: «Долой просветление, даешь протемнение». И как только опубликовала ролик с этим слоганом, в стране отключили электроэнергию. Ситуация продолжалась дней 10. Свет включали на 2 часа днем и с 9 вечера до 7 утра. 10 часов электроэнергии не было. Детские сады закрыли, школьников досрочно 21 декабря отправили на новогодние каникулы, а потом наступили новогодние праздники, и свет вернули. Новый 2025 год Абхазия встретила в обычном режиме энергоснабжения. Отключений света не было до 4, кажется, числа. Так что в праздники новогодние елки сияли, как и положено. Города были обильно украшены световыми гирляндами, как и в прошлые годы. Убранство центральной елки в Сухуми поразило меня. Там красивым световым дождем затянули всю площадь Свободы. Ну, ясен пень, эта красота во многом была сделана ради гостей страны, проводящих новогодие в Абхазии. Поговаривают, что одна богатая женщина оплатила энергопоток из России на время праздников. А в новостях, говорят, писали, что Временное правительство после случайного убийства одного из уважаемых депутатов смогло таки договориться о новом долге по свету на Новый год и до выборов.
Как говорится, собаки лают, ветер носит. Зачем брехать на эту тему? Я не понимаю. Выборы, кстати, в Абхазии будут 15 февраля. А сейчас свет выключают на 6 часов днем. У нас в Ткоарчале. Ночью электричество без перебоев с полуночи до 6 утра. А в остальных городах другой график. Однако, подводя итог, скажу тебе на прощание сегодня одну мудрую мысль близорукой женщины. Не видеть дальше кончика своего собственного носа – очень редкий талант. Развивай его, друг мой. Помогает осознавать, где начало твоих личных границ и о чем ты можешь совершенно не волноваться.